Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня достала от Керби Розанеса «Хрупкий мир». Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной, но, если честно, я не помню, выбирали мы какую-то конкретную иллюстрацию или нет. Но я думаю, ничего страшного, если я сейчас выберу то, что мне там понравится. Можно даже раскрашивать разные иллюстрации в одной раскраске. Это все равно совместное. Я выбрала себе вот эту. Ну, как раз мне давно хотелось вот раскрасить. И вроде сейчас снег, все такое, и как-то актуально. Как водится, я здесь частенько раскрашиваю манделузами с размытием. Наверное, здесь не будет исключением. Ну, разве что вот деревья раскрашу мэджиками. Мэджик у меня будет, ну, где потолще, как всегда, кахыну, а потом двухцветный возьму. Берлинга. Как раз начну вот с этого и потом посмотрим. Честно говоря, немножко стала скучать по прежнему формату. Не знаю, в общем, хочу и к нему вернуться, и этот формат оставить, чередовать. Но вообще хочется уже начать украшать и творческий уголок, и вообще все к праздникам. Тем более, что я уже сделала некоторые покупки, но дело в том, что я их еще не отсняла. Постараюсь вот сегодня отснять, и тогда уже смогу начать что-то украшать, снимать видео. Хочется и здесь все украсить, потому что это еще, как бы так, немного. В общем, постепенно хотелось бы этим заняться. Тут я буду, как всегда, потом двусторонним доделывать. Это даже хорошо, вот как бы по краям где-то затемнять. Ну и все такое. Вот у меня просто сейчас еще вот мыло надо варить сегодня будет. Ну, я это с удовольствием делаю. Плюс занятия, там еще что-то. Плюс, конечно, я стараюсь сейчас по возможности, как только при любой возможности, там поехать погулять, потому что, естественно, что потом могут это ограничить. И вот. Поэтому сейчас пользуюсь возможностью. Честно говоря, целый день вот я чем-то занята, что-то делаю, и пока время совершенно не хватает, к сожалению, ни на что. А у меня еще сегодня такое, не знаю, почему-то настроение, вот вроде все хорошо, все замечательно. Я вчера съездила в магазин Хофф. Не поняла. Много чего интересного там приобрела. Почему? Но у меня, я еще вчера легла с ощущением каким-то таким тревожности. И сегодня весь день я уже себе настроение поднимаю. Ну, помимо того, что я в принципе что-то делаю постоянно, я уже музыку себе включила хорошую. И стараюсь прям праздничное настроение поддерживать. И все равно вот такое чувство, что вот-вот я вообще буду реветь. Хотя, в принципе, ничего такого не приключилось. Слава богу. Ну ладно, будем считать, что это просто недостаток витаминов. Сейчас я... Это что у меня? Сейчас я в любом случае начала пить витамины. Хорошо вспомнила, надо второй раз выпить. Вот.
Шикарно я вчера каталась на горке. Это было очень здорово. Каталась я на большой горке уже в авиапарке, там, где панорамные качели. До этого, ну, поскольку я крайний раз-то в детстве каталась, думаю, надо так вспомнить, как это делается. Поэтому в прошлый раз я каталась на маленькой горке, где никого не было. А в этот раз я уже каталась с большой горки, но поскольку будний день, то, соответственно, там, ну, был народ, но не так много. Я еще успела покататься, где-то час, наверное, каталась, когда еще, знаете, так, и народу было немного, и люди были поорганизованнее, потому что потом просто многие там то ли устали, то ли что, внизу толпились, и съезжать, конечно же, стрёмно. Гора вроде как большая, но все равно всегда в одну и ту же сторону всех сносит. Вот. И там же не только, допустим, маленькие дети, еще и подростки, которые довольно опасные штуки там проделывают. Поэтому я как-то уже потом пошла в магазин и не стала дальше кататься, хотя было желание. Ну, потому что, знаете, всегда есть опасность, что либо кто-то врежется, либо я в кого-то. Это бы очень сильно не хотелось. Да и маленьких, кстати, детей люди, ну, допустим, бывает, там и мама, и папа гуляют с ребенком, и тогда один как бы ждет, страхует внизу, а другой ребенка с горки толкает. А кто в одиночку с ребенком гуляет, то да, тоже проблема, как не бояться, кстати. Но вообще было очень-очень здорово. Значит, сейчас это я буду доделывать, и пока я возьму Монделузы. Не буду сейчас там искать совсем светло-голубой. Так, вот немножко добавлю, размою. В общем, нужно уже здесь все организовать. Займусь этим в ближайшее время. Вот. Фон. Ну, фон, наверное, я тоже уже здесь Монделузы, насколько я помню, поэтому тоже буду Монделузами. Хотя, в принципе, здесь и просто акварелькой можно. Монделузами даже дольше. А может, возьму акварель. Приобрела там красивые и в Ашане, и в Хофф. Елочные всякие игрушки решила обновить. Мне хотелось вообще елку в 2 цветах сделать, но будет в 3 по итогам. Так, ну здесь, наверное, тоже немножко голубого стоит добавить. Главное сейчас это быстренько размыть, потому что Монделузы, да и другие акварельные карандаши вот имеют свойство, когда их наносишь, если сразу не размыть, то через какое-то время это будет уже невозможно. Но это объяснимо, потому что, видимо, все равно какая-то влажность присутствует, и все это впитывается, поэтому лучше делать сразу. Так, где у нас кисточка? И надо воду поменять. Вот у меня есть. Вот хорошо иметь эти стаканчики и, допустим, банку. Таким образом,
Всегда какая-то вода под рукой чистая имеется. Мне писали, что у многих манделузы протекают, но, в общем-то, не мудрено, у меня они тоже иногда протекают. Вот. Но я как бы воду злостно не лью, стараюсь, по крайней мере. Поэтому протекает иногда, не везде, по счастью. Ну и плюс-минус в целом везде одни и те же цвета задействуются, поэтому все всегда можно поправить. Не знаю, вроде я хорошо мыла кисточку. Почему какая-то зеленца появляется? Непонятно. Опять же, не страшно? Начала уже красить самого зверя. Я взяла карандаши Монделузы. Как водится, у меня тут номер 126, потом 44 и 66. Ну вот и решила сразу частично хотя бы размыть, посмотреть, как оно будет, а то мне показалось, что не очень я подобрала оттенки, на самом деле нормально, просто у меня есть какие-то такие цвета, дежурные, так сказать, в маленьком наборе, и чего не хватает, беру в большом. И мне вообще что-то было как-то лень тянуться за маленьким набором. В этот раз было легче потянуться к большому, но было лень наводить туда лампу, поворачивать. Вот. Поэтому так, взяла практически наугад цвета, но смотрю, нормально получается в целом. Хотя вот когда я перелистываю все, что я... Да. Перелистываю все, что я крашу манделузами, иногда кажется просто, что они выцветают. Ну а сейчас я взяла Макси раскраску. Так, сейчас повыбираю еще. Это, конечно, классная, такая уютная, прям сразу настроение создается. Сейчас посмотрим. Но вот все-таки вот эту выберу. Я уже и до этого листала и понимаю, что все-таки на данный момент она мне больше всего нравится. Начну я с Мэджика, но я не буду на камеру прям долго Мэджиком красить, потому что, ну, это как бы и вам будет скучно. Все-таки что-нибудь поразнообразнее. Поэтому буду использовать разные материалы. Ну, потом, наверное, чуть-чуть еще за кадром пораскрашиваю. Как-то так, наверное. Но все равно Magic обожаю, поэтому начну именно с него. Опять же, Берлинга возьму, потом доработаю какие-то моменты. Потому что на камеру, конечно, что-то пропущу. Не без этого. К тому же тянуться приходится, и чтобы где-то лишнее не раскрасить. Так, зеленый это будет Magic тоже. Так, почему-то мне показалось, я два Magic достала, и потом еще один. Оказалась ручка. Ну ладно. Да, здесь, мне кажется, идеально использовать Magic, большие пространства, и вот такими штрихами будет классно. Потом еще блендером пройдусь, наверное. Может быть, что-то доработаю каким-то просто карандашом. Ну и будет нормально. Бумага здесь вполне адекватная, он детская акварель подходит, если что. Так, ну продолжу елочку красить. Зелененьким.
Тут один Kids Fantasy, другой Kohinoor. Так, я взяла все-таки блендер, почистила его, потому что именно этот блендер требует очистки, на нем пигмент остается. Поэтому вот, надо было его канцелярским ножом почистить. Ну, в общем, так дело двигается постепенно. Я тут какие-то косяки доработала. Кстати, как оказалось, по блендеру все равно карандаш рисовал. Вообще странное дело. Ну, в общем, потихонечку. Вообще, обычно для меня это иллюстрация «Один уютный вечер» под какой-нибудь хороший фильм. Но сейчас время катастрофически не хватает, поэтому, наверное, несколько вечеров. Но кто знает, вдруг получится и сегодня пораскрашивать еще. Вообще, конечно, хотелось бы, как и многие из вас, знаете, смотреть видосик, например, да, и раскрашивать, но надо тоже снимать, ну а снимать это тоже удовольствие. Я взяла еще Берлинга металлик, Ашан с птичкой, мои любимые два цвета, вот. И все это дело сочетаю. Так, продолжу елку красить потихонечку еще на камеру. Ну, потом буду затемнять где-то что-то, что уже вижу, что необходимо. Так, и здесь всегда вот этот край прокрасить сложновато мне. Но буду стараться. Хотелось бы, конечно, сегодня, ну еще, не знаю, если выделю немножко время, поставлю какой-нибудь фильм, буду красить. Если нет, то постараюсь завтра уже на это время выделить. Потому что соскучилась я по простому раскрашиванию. Просто сесть, погрузиться в атмосферу. Ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот, кстати, вот это уже не продается, по крайней мере, в непосредственном магазине. Мой инстаграм 3 рыжая 3 Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И если даже за окном холодно, пусть у вас в доме, в душе будет всегда тепло, уютно. Пусть эта зима будет максимально приятной. До скорой встречи. Всем пока-пока.